Добрый день, мои дорогие любители вязания. В первых видеокадрах вы видели палантин. Да? Он связан вот подобным узором, то есть здесь у нас идет филейка, которая оформлена вот такими вот поверх филейки вяжут цветы. Филейка у нас может быть разная. Здесь, если мы присмотримся, да, то у нас ромбы, и в ромб у нас получается вписывается цветок. И дальше у нас тоже будет ромб, и они в шахматном порядке будут расходиться по нашему узору или по нашему полотну. Я давно видела этот пример. Это может быть просто сетка, да, филейная сетка без вот какого-то узора, просто ячейки, на которых какой-то периодичностью сделаны цветы. Это я видела в журнале Дуплет. А вот недавно буквально мне попался вот этот палантин. Думаю, давайте посмотрим. Вполне возможно, кому-то что-то понравится, и он придумает свою идею. Хотя и палантин тоже, видите, будет достаточно интересен. Пока вот вязалась, подумалась, а почему бы нам еще вот краешек вот этих цветов не отделать какой-нибудь другим цветом. Надо будет посмотреть, как это будет смотреться. Вполне возможно, да, если у кого-то увиделся какой-то лук и этот палантин, и в цвет, допустим, гамме вашего лука можно будет здесь обвязать этим цветом. Так, давайте приступим. Для моего образца я набрала 40 воздушных петель. Как я посчитала, то образец у нас составляет 24 воздушных петли. Если мы посмотрим с вами вот на этот образец, смотрите, вот у нас будем считать вот с этой точки. Пустое окошко, пустое заполнено, пустое, пустое заполнено, и вот пустое окошко. То есть я думаю, что, наверное, вот это вот у нас будет с вами раппорт. Два пустых и по 2 пустых и одно пустое. 3 воздушных петельки. Это у нас с вами будет столбик. И теперь еще 2 воздушных петли, расстояние между столбиками. И теперь считаем. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. Теперь у нас идет расстояние между столбиками, да, 6, 7. И вот в 8-ю петельку я захожу и вяжу столбик с одним накидом. Вот так у нас получился первая с вами ячейка. И подряд еще вяжу 3 столбика. То есть для того, чтобы получить заполненную ячейку. 3 и вот 4-й. Далее 2 воздушных накид, 2 пропустили, в 3-ю столбик с одним накидом. 2 воздушных накид, 2 пропустили, столбик с одним накидом. Вот так. На схеме все очень хорошо, понятно показано. То есть я основной прием сейчас покажу. Дальше, в общем-то, смотрим схему. Более того, далее даже схему смотреть не надо. Просто смотрите по рисунку, куда у нас с вами идут заполненные пустые ячейки. Самое главное правильно разбить первый ряд. Вот смотрите, пустая, опять 4. Теперь у нас опять, видите, вот если даже на схему не смотреть, пустая, заполненная, 2 пустых, заполнили, опять 2 пустых и заполненная. То есть сейчас опять 2 воздушных, накид, 2 ячейки, 2 воздушных и опять следующий столбик. Заполнили мы с вами ячейки, как вы видите, пустая, 1, вот по 2, 1, и здесь по 2, ну и дальше у нас с вами обрывается наш образец. Повернули вязание, 3 воздушных петли, 2 воздушных, накид, столбик с одним накидом. Там, где у нас с вами была пустая, теперь мы должны заполнить с вами вот эту ячейку. В нее вяжем 2 столбика с одним накидом, и в сам столбик тоже вяжем столбик. То есть у нас, как бы видите, переместилась наши ячейки. Теперь 2 воздушных петли, накид, столбик с одним накидом, пустая ячейка. Ну и если смотреть по аналогии, то тоже мы должны сделать с вами еще одну пустую ячейку. Я схему не распечатывала,
она достаточно четкая, вы сможете ее сами посмотреть. Видите, 2 пустых, вот эту ячейку мы сейчас с вами заполним. Далее вы увидите, как просматривается рисунок, и вам будет все понятно. Заполнили 2 воздушных ячейка, пустая. И согласно схеме будем заполнять. Связали мы с вами второй ряд. Если посмотрим, да, то у нас мы начинали пустая ячейка, заполненная, 2 пустых, заполнили, 2 пустых, заполнили, 1 пустая, 2 пустых, и последняя у нас заполненная ячейка. Третий ряд. Третий ряд мы с вами вяжем 3 петельки подъема, 2 между столбиками, накид, заходим. Это у нас с вами пустая ячейка. 1 пустая ячейка, и у нас с вами будет 2 пустая ячейка. Теперь ячейка будет заполненная. 1, 2 и вот 3. Далее у нас идут по схеме 3 пустых ячейки. Так мы с вами будем чередовать: 1 заполненная, 3 пустых. Именно вот в этом ряду. Хотя, конечно, смотрите на схему. 2, вот 3 пустая. Или даже не на схему, когда вы увидите узор, тогда вам не нужна будет ни схема, ни мои комментарии. Следующее заполняем. В этом ряду у нас мы начинали 2 было пустых, затем заполненная, 3 пустых, в отличие от предыдущих рядов, 1 заполнена, опять 3 пустых, заполнена, ну и завершили с вами 2, по идее должно быть дальше 3, но у нас завершается с вами образец. И смотрите, если сейчас вы посмотрите, вот видите, как бы вершинка нашей пирамидки. И вот у нас идет следующая пирамидка. Вот 1. И вот это идет на 2. То есть у нас вот это полная пирамида, а вот это центр между 2 как бы вершинок. И сейчас мы вот в этой части будем формировать цветок. Нам нужно с вами связать еще. Он занимает 1, 2. И в 3-м ряду этого как бы узора мы будем с вами вязать дальше цветок. В этом случае мы с вами вяжем 3 петельки подъема, заполняем первую ячейку. Если бы у нас с вами был этот полный образец, то это именно ячейка, средняя часть для нашего цветка. Теперь 2 воздушных петельки, столбик без накида, 2 воздушных, 1 и 2 накид, 2 столбик. Вот теперь вот этот столбик мы с вами заполним, вернее ячейку эту, столбиками. 2 и 3. Пошла у нас диагональка. Это у нас с вами будет пустое окошко. А это будет заполненное. И краешек нашего ячейки. Вот видно, да? Теперь пустое окошко, 2 воздушных и 2 пустое окошко. Следующее окошко у нас с вами будет заполненное. И это будет у нас уже в следующих рядах. В этом месте будет цветок просматриваться. 1 и 2 и вот 3. Да? Или я уже больше написала? Написала, да. 2 и вот последний. Да? И дальше у нас, смотрите, дальше у нас идет с вами пустое окошко, 1 и 2.
потому что это у нас центр. Заполним окошко и пустое. Я завершила еще один ряд. Хочу вам сразу, видите, показать. Вот смотрите, вот вершинка у нас с вами закрылась, да? Вот это как бы половинка вершинки. А вот эта часть нашего узора, это, будем говорить, это центр нашего цветка. И вот 3 лепестка. И вот с этой стороны половинка нашего цветка. Лепесток нижний, боковой и центр. То есть сейчас мы с вами должны повернуть вязание. Эту ячейку мы должны с вами заполнить. Это у нас 4-й, как бы, по идее, лепесток цветка. И смотрите, тут у меня идет несколько. Именно в этой части мы с вами должны вязать наши цветы. Как сделать правильнее, я, честно говоря, по схеме не очень хорошо поняла. Но в любом случае я сделала так, как я сделала. 2 воздушных петельки, я захожу как бы в этот столбик и вяжу соединительную петлю. Вот так. Я, будем говорить, как бы закончила наши 4 столбика. Теперь вот с этой точки я беру вот так вот вязание. Вот нам надо вот под этот столбик связать столбики. 3 столбика, вернее 3 воздушных петли. И вот этот столбик, который у нас самый крайний, мы под него заходим и вяжем 3 столбика с одним накидом. Ну, нужно сделать так, чтобы их все-таки распределить равномерно, да? Вот так вот 1, вот 2 и вот 3. И вот у нас как бы с вами первый лепесток. Теперь я делаю 3 воздушных петли и опускаюсь вот в этот уголок, там где у нас соединение. И можно вязать, я вяжу соединительную петлю. Теперь мы опустились с вами на нижний ряд. Если посмотрим, вот он, нижний ряд. Вот наш первый лепесток мы с вами связали. Это столбики ряда. Это первый лепесток. Он у нас не полный, поэтому дальше я покажу, как еще. С этой точки опять 3 петли подъема, накид. И здесь у нас с вами опять помещаем 3 столбика с одним накидом. Вот так и вот так. 3 воздушных петельки. И мы опять с вами опускаемся в уголок между как бы 2 наборами столбиков. Но так как у меня их здесь нет, у меня здесь просто столбик, я опять-таки делаю 3 воздушных, накид, захожу под этот столбик и опять вяжем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петли, вот он, этот уголок, мы под него опять зашли, связали соединительную. Это у нас с вами не лепесток, хотя вот смотрю, думаю, может быть даже и есть смысл. Смотрите, сейчас я хотела вот так вот и вот в эту часть связать столбики, да, но можно же ведь сделать его как лепесток, сделать 3 воздушных петли, накид и связать, какая разница, сверху или снизу. Тогда у нас не будет привязки к самому вязанию, он у нас будет отдельно. 1 столбик, выискиваем точку, 2 столбик, так, накид, и вот у нас с вами должен быть столбик вот здесь вот. Далее 2 воздушных петли, ну, уже мы идем с вами вязать филейку. И сейчас посмотрим.
Вот смотрите, вот это у нас с вами полотно, вот этот цветок. Вот этот цветок у меня получился не привязанный к полотну, а эти, видите, вот он привязанный, то есть одним уголком. Почему? Я вам показала. В первом случае я считала, что вот это у меня столбики, да, а во втором случае посчитала, что это у меня лепесток. Столбики связала отдельно. И далее теперь продолжаю вязать наш узор. 2 воздушных, накид, столбик. И если посмотрим, то вот наша пирамида, она должна теперь расходиться, да. И мы вяжем, заполняем пустую ячейку. Далее у нас идет с вами именно пустая ячейка, а потом заполненная. И доходим до цветка, и потом еще раз с вами свяжем цветок.